Привет! Сегодня у нас важная, можно сказать, историческая тема. Недавно стало известно, что Папы Римского с нами больше нет. Это событие, которое мгновенно облетает весь мир, попадает в заголовки крупнейших мировых СМИ. И у многих возникает вопрос, кто вообще такой Папа Римский? Почему это глобальная новость? В этом видео я расскажу вам, кто такой Папа Римский, что входит в его обязанности, как его выбирают и почему выбор папы — это не просто религиозный ритуал, а событие, которое может изменить ход истории. Будет история, современные факты и немного неожиданных подробностей. Давайте начнем. Но для начала давайте вспомним про последнего Папу Римского, Франциска. Его настоящее имя Хорхе Марио Бергольо, и он родом из Аргентины. Это уже было историческим моментом. Он стал первым папой из Латинской Америки и первым неевропейцем за почти 1300 лет. Франциск стал папой в 2013 году, после отставки Бенедикта, и тем самым сразу попал в историю. Сам факт отставки предыдущего папы уже был сенсацией, а приход нового, скромного и простого кардинала из Буэнос-Айрес – неожиданностью для всего мира. С самого начала понтификата папа Франциск дал понять, его стиль будет отличаться. Он отказался жить в роскошных апартаментах апостольского дворца и поселился в простой гостинице на территории Ватикана. Он не носил золотой крест, выбрал имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского, покровителя бедных, смиренных и защитника природы. Франциск прославился как папа перемен. Он начал говорить открыто о реформах внутри церкви, призывал к смирению и скромности среди кардиналов и епископов, поднимал темы социальной справедливости, бедности, защиты окружающей среды, поддерживал межрелигиозный диалог, встречался с мусульманами, евреями, буддистами и даже с атеистами, осуждал жесткую миграционную политику, регулярно говорил о необходимости милосердия, прощения и человечности. Он стал известен тем, что разговаривает с миром простым языком. Его обращения часто были лишены пафоса, но в них звучала мощная моральная позиция. Он не менял официальную доктрину церкви, он менял тональность разговора. И этим привлекал внимание даже тех, кто никогда не считал себя религиозным. Также он издал энциклику «Laudato Si», где впервые в истории папы открыто выступил с посланием об экологии, о глобальном потеплении и о нашей общей ответственности за планету. Франциск стал символом папы нового времени, более открытого, человечного, внимательного к проблемам современного мира. И теперь, когда его земной путь завершился, перед церковью стоит важный вопрос: кто продолжит его путь, или же все изменится? Но прежде чем мы начнем говорить о выборах нового папы, давайте разберемся, кто вообще такой Папа Римский и откуда берется его уникальная власть. Чтобы понять значимость фигуры папы, нужно начать с простого. Папа Римский – это глава католической церкви, крупнейшей христианской конфессии на планете. Сегодня католиков насчитывается более 1,3 миллиона человек, а это, на минуточку, почти каждый шестой человек на Земле. Но он не просто духовный лидер, он также возглавляет государство Ватикан. Самое маленькое по размеру, но одно из самых влиятельных с точки зрения символики. Католики верят, что папа – это преемник апостола Петра, одного из учеников Иисуса, которому Христос якобы лично вручил ключи от Царствия Небесного. Считается, что Петр стал первым епископом Рима, и с тех пор эта линия преемственности не прерывалась, которая насчитывает почти 2000 лет. Но вот интересный вопрос. Если папа духовный лидер, то что он делает каждый день? Это просто религиозная символика или у него есть реальная власть? Работа папы – это не только богослужение и проповеди, это работа 24/7. У него есть собственная администрация, римская курия, своего рода министерство, которое управляет внутренними делами церкви. Папа назначает епископов, кардиналов, принимает государственные визиты, влияет на международную политику, объявляет святых.
обращается к католикам по важным вопросам. Его слова — это моральный ориентир. Когда папа делает заявление в каком-то вопросе, будь то бедность, изменение климата или миграция, его слушают не только верующие, но и главы государств, ООН, активисты по всему миру. Кроме того, он регулярно публикует энциклики, официальные письма, в которых выражает позиции церкви по важным вопросам современности. Ну, конечно, самый загадочный и в то же время захватывающий момент — это выбор нового папы. Как это происходит? Кто принимает решение? Почему над Ватиканом поднимается дым, черный или белый, и что же он означает? Выбор нового папы называется конклав. Само слово конклав происходит от латинского «под ключом». Это буквально кардиналов закрывают под замок в Сикстинской капелле, чтобы они смогли сосредоточиться только на одной задаче – выборе нового папы. В конклаве участвуют все кардиналы младше 80 лет. Обычно их около 120. Это старшие священнослужители церкви, представители разных стран, культур. Многие из них – архиепископы крупнейших католических центров. Двери капеллы закрываются, и начинается процесс голосования. Каждый кардинал пишет имя кандидата на бюллетени, потом все бюллетени собираются, подсчитываются, сжигаются в специальной печи. И если папа не выбран, в дым добавляют химические вещества, чтобы он стал черным. Но если же папа избран, дым становится белым. И толпы на площади Святого Петра начинают аплодировать, молиться, радоваться. Это момент, когда весь мир узнает, у католической церкви появился новый глава. Далее, один из кардиналов подходит к избранному, задает ему два вопроса. Первое. Принимаешь ли ты свое избрание? Второе. Какое имя ты выбираешь? Потом нового папу переодевают в белую рясу, и он впервые появляется перед людьми на балконе собора Святого Петра. Но прежде чем мы перейдем к тому, что происходит после ухода папы, давайте обратим внимание на предстоящий конклав. В 2025 году коллегия кардиналов насчитывает 135 кардиналов-выборщиков, имеющих право участвовать в выборах нового папы. Это станет самым многочисленным конклавом в истории католической церкви. Примечательно, что 108 из этих кардиналов были назначены самим папой Франциском, что отражает его стремление к глобализации и разнообразию в руководстве церкви. Среди потенциальных кандидатов на папский престол выделяют кардиналов из различных регионов мира, включая Африку, Азию, Латинскую Америку. Таким образом, предстоящий конклав обещает быть не только самым многочисленным, но и одним из самых разнообразных по своему составу, что может повлиять на выбор нового Папы Римского. Но до этого момента происходит еще множество важных событий. Например, что происходит, когда папы больше с нами нет? Кто управляет церковью до избрания нового главы? Все документы, подписываемые от имени папы, теряют силу. Символически ломается его перстень, печати уничтожаются. В это время церковными делами управляет своего рода временный управляющий Ватиканом. Именно он официально удостоверяет смерть папы, организует похороны, подготовку к конклаву. Обычно они проходят на 8-й день. И весь этот период наполнен церемониями, богослужениями, трауром и молитвами. История папства длинная, полна удивительных фактов, противоречий, загадок. Давайте немного отвлечемся от процедуры и поговорим о самых интересных моментах в истории. Самый молодой папа в истории Бенедикт IX. Ему было чуть больше 20 лет, когда он стал папой. История его понтифика полна скандалов, интриг. Он трижды был на троне, трижды уходил. Самый долго правящий папа, Пий IX, более 31 года на престоле. В 2013 году впервые за 600 лет папа впервые вошел в отставку по своему желанию. Это был Бенедикт XVI, который признал, что здоровье не позволяет ему выполнять обязанности. Как видите, выбор папы – это не просто голосование, это событие, в котором сплетаются религия, история, политика и настоящая человеческая драма. Даже если вы далеки от религии, выбор Папы Римского влияет на множество процессов, от отношения мигрантов до позиционирования церкви по вопросам науки, семьи, морали. Папа – это голос веры, традиций,
интуиции, разума, к которому прислушиваются миллионы. Теперь вы знаете, кто такой Папа Римский, как его выбирают, что происходит после его смерти и какие интересные моменты хранит история папства. Если вам понравилось видео, дайте знать. Можно сделать отдельное видео про самых ярких пап истории, про тайны Ватикана или даже малоизвестных конфликтов внутри церкви. Спасибо, что досмотрели. До встречи. Пока.